Всех приветствую на своем канале. Сегодня свой обзор я хочу посвятить самолету-истребителю И-153 «Чайка» в масштабе 1 к 72, который производился на Энгельсском опытно-конструкторском бюро «Сигнал» в городе Энгельс. Точную дату начала и окончания производства данной модели, к сожалению, мне установить пока еще не удалось, так как ее подтвердить или опровергнуть смогут только люди, которые имели хоть какое-то отношение к производству данных самолетов. Однако в процессе изучения данного вопроса я пришел к выводу, что производилась она с середины 80-х по начало 90-х годов. Данная масштабная модель была копией на реальный советский маневренный истребитель-биплан И-153, который был третьей модернизированной разновидностью самолета И-15. Создан этот истребитель был в опытном конструкторском бюро Поликарпова в 1938 году. Название «Чайка» самолет получил из-за верхнего крыла, выполненного с V-образным изломом. Это первоначально частое определение прижилось и впоследствии стало использоваться как официальное название самолета. Серийное производство этого самолета началось в 1939 году, а последние экземпляры были выпущены в январе 1941 года. Всего было выпущено 3437 истребителей за это время. Этот самолет называют легендарным прежде всего из-за опытных и самоотверженных пилотов, которым в 1941 году пришлось принять бой с технически более совершенными самолетами фашистской Германии. Использование в то время истребителей бипланов было с точки зрения военных экспертов ошибкой. Но в войне все средства хороши, и в то критическое для советской страны время использование самолета «Чайка» в любом случае приносило свои плоды, и хоть тяжелые, но победы в бою. Потому ценность этих побед была очень высока. Масштабная модель самолета И-153 «Чайка» изготовлена из металла такого же, который применялся для саратовских масштабных моделей машин. Пластиковыми деталями были только шасси, пропеллер, приборная панель с ручкой управления, сиденье пилота и фонарь. Модель по своей конструкции была довольно просто сделана, и подвижными частями были только пропеллер и руль направления. Все остальные части самолета упрощены или вообще отсутствуют в этой модели. Например, неподвижны элероны и руль высоты, не складываются шасси, отсутствует расчалка на крыльях и крепление стабилизатора к фюзеляжу. Снаружи не видно никакой имитации бомбардировочного вооружения и пулеметов, но если учесть тот факт, что пулеметы в настоящем самолете И-153 находятся внутри и стреляют через винт, то теоретически они там есть. Этот список можно еще продолжать, но скорее всего эта модель и не претендует на звание самолета высочайшей детализации, потому для ее цены можно этими недочетами и пренебречь. Кстати, о цене. В советское время она была сначала 6 рублей 50 копеек, а потом 8 рублей. Артикул этой модели присваивался скорее всего несколько раз, судя по штампам на коробках. Попадаются ART SSO 256D, ART SSO 293D и ART SSO 27174. Если проводить аналогию с артикулами саратовских масштабных моделей машин и попытаться найти связь между их артикулом и годом выпуска, то получается, что период появления самолета И-153 находится где-то между 1983 и 1985 годом. Этот самолет состоит из нескольких частей, которые соединялись между собой при помощи маленьких винтов. Разобрать его, конечно, можно, но без повреждения лакокрасочного покрытия это будет сделать сложно, так как винты залиты краской и прилипают к скрепляемым частям. Для доступа к внутренней части самолета нужно открутить винт сверху и аккуратно снять верхнее крыло. Дальше снимается верхняя часть, и можно увидеть, что съемная часть — это пропеллер и пластиковая деталь кабины пилота. Все очень просто и без особых выдумок. Нижний винт, если он есть, держит прямоугольную площадку снизу. По всей видимости, она предназначена для того, чтобы придать шасси самолета большую прочность, так как они являются самой хрупкой частью этой модели. Самое неприятное то, что в случае повреждения шасси снять их без высверливания не представляется возможным. Они то ли запаяны, то ли заклеены в отверстиях, в которые они вставлены. Данная модель с точки зрения конструкции практически не менялась за весь период производства. Если нет оригинальной коробки от модели, то определить примерный период производства этого самолета сложно. Я пересмотрел множество фотографий на аукционах и также сравнил со своими моделями, и вот что я увидел. Ранние модели идут снизу без винта, который держит площадку. В ранний период она то ли припаяна, то ли приклеена к днищу самолета.
Также у более ранних моделей подкрашиваются на левом крыле аэронавигационные огни в красный цвет. В более поздний период эти огни уже не подкрашивают, и они идут в основной цвет модели. Пропеллер у модели, в отличие от других самолетов от завода Сигнал, всегда шел с подкрашенными в желтый цвет лопастями. Ранние модели идут чаще всего стандартного зеленого цвета, как большинство масштабных моделей от завода Тантал того периода. Однако могут встречаться более светлые оттенки зеленого среди них. В более поздний период модели уже шли чаще разных темных оттенков зеленого. Причем в свою стандартную серебристую окраску, которая была у реального самолета И-153, модель не окрашивалась. Коробок на эту модель было несколько вариантов. Производилась ли модель в пластиковом боксе, как другие самолеты от завода Сигнал, мне неизвестно. По крайней мере, я не нашел ни одной фотографии самолета И-153 в пластиковом боксе советского производства. В основной период производства самолет «Чайка» крепился винтом на пластиковый пьедестал с логотипом завода и упаковывался в картонные коробки с прозрачным окошком. Дополнительно сверху коробка могла быть упакована уплотнительным гофрированным картоном. Более ранние коробки были гладкие и глянцевые и, соответственно, с более ранним артикулом. Коробки с более поздней датой выпуска и поздним артикулом уже печатались на шершавом матовом картоне, и оттенок рисунка уже мог отличаться от ранних. Чем позже коробка выпущена, тем грубее ее исполнение и хуже качество печати. Цена на этот самолет зависит от многих факторов. Конечно, самолет в идеальном состоянии и с коробкой будет цениться значительно выше, чем без коробки. Цвет также имеет значение. Модели в стандартном зеленом цвете представляют меньший интерес, чем в более редком цвете, например, хаки или оливковом. Также цена на самолет зависит от региона, где он продается. Например, я заметил, что цена на него на российских и украинских аукционах значительно разнится. В Украине такой самолет можно купить в идеальном состоянии и с коробкой, начиная от $20, а в России дешевле $50 я не видел на аукционах. Всем спасибо за просмотр этого видеообзора. Надеюсь, видео получилось интересным. Если есть какие-то дополнения по самолетам от завода Сигнал, пишите в комментариях. Тема малоизученная, и любые наблюдения и проверенные данные будут нам всем интересны. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить лайки. Всем мирного неба над головой и до новых встреч!